Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала «Генерал СВР», генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас четверг, 4 мая, мы проводим промежуточный выпуск. Хочу вам напомнить, что вы можете оставить в комментариях к нашему вчерашнему ролику, который, правда, парадоксальным образом вышел в эфир сегодня утром, который был опубликован сегодня утром, вы можете оставить в комментариях свои вопросы, на которые я отвечу уже завтра, в пятницу 5 мая. Еще раз повторяю, в комментариях к нашему вчерашнему ролику, который вышел сегодня утром, не к этому, а к предыдущему, вы можете оставить в комментариях свои вопросы. Напишите сначала либо знак вопроса поставьте, либо напишите слово «вопрос», и дальше формулируйте вопрос на самые популярные, которые выбирает в рейтинге YouTube. Как формируется рейтинг YouTube для меня, я уже говорил неоднократно, загадка, потому что там в лидеры выходят как с небольшим количеством лайков, так и с очень большим количеством лайков. Но другого варианта нет. Я ставлю сначала популярные, которые входят в алгоритмы YouTube, и отвечаю на эти вопросы. Поддерживайте лайками те вопросы, которые вам нравятся, и я отвечу на самые популярные. И если я не ответил на ваш вопрос, если он не попал в популярные, пожалуйста, подписывайтесь на наш Patreon, там я отвечаю на все вопросы. Так, теперь давайте перейдем к сегодняшним событиям. Сегодня продолжают летать беспилотные летательные аппараты, где попало, вводят запреты во многих регионах России, вводят запреты на полеты беспилотных летательных аппаратов, как будто бы диверсанты будут спрашивать разрешение у местных властей, можно ли запускать беспилотные летательные аппараты, начиненные взрывчаткой, в те или иные учреждения, ну, либо на те или иные объекты, военные прежде всего. Это уж надо понимать, что большая шутка, видимо, у местных властей по этому поводу разыгралась. С чувством юмора, конечно, у российских властей все в порядке, равно как и с глупостью, возведенной в степень. Но как-то так и происходит. Мы уже говорили о том, что вчерашняя провокация со стороны российских властей по поводу ночного удара по Кремлю, якобы по резиденции Путина, до сих пор обсуждается. Горячие головы требуют немедленно нанести удар тактическим ядерным оружием. Все это, конечно, полная чушь и бред. Я понимаю, что нынешние российские власти способны на много, но на сегодняшний день, скажем так, таких решений, и даже обсуждения таких решений не было. Готовят страшнейшую мстя, я говорю специально, неправильно, для того, чтобы утрировать данный факт Киеву, но надо понимать, что месть за провокацию, которую сами же учинили, выглядит как минимум глупо. То, что это была провокация, знают практически все спецслужбы западных стран. Все доподлинно известно, когда американские представители американского Белого дома говорят о том, что у них нет стопроцентной информации по поводу того, кто и как совершил этот налет, якобы налет на Кремль беспилотными летательными аппаратами, они откровенно лукавят. Все прекрасно знают, у всех есть полная картина и полное понимание, как все происходило. Я вас в этом ответственно уверяю. По поводу запретов. Надо понимать, что теперь все губернаторы немножко всполошились. Они-то в какой-то мере понимая все коварство Кремля, все коварство российского руководства, всю глупость и идиотизм Владимира Путина, все равно в некоторой степени переживают за себя. Но ведь если провокация по отношению к Владимиру Путину была инсценирована самой властью и утверждена Путиным, то провокация по поводу подобного налета на любого из губернаторов российских, понятно, что ни с каким губернатором обсуждаться не будет. Это только в сказках и в сообщениях телеграм-каналов и ФСБ сообщают, что задержаны какие-то диверсионные группы, которые готовились убить то ли Аксенова, то ли еще кого-то в Крыму. Все это, конечно, полнейшая ересь. Надо понимать, что
Если бы кто-то захотел убить Аксенова, в особенности российские власти, конечно, никакие диверсионные группы им бы в этом помешать не могли, как бы ни пытались. Это, конечно, тоже шутка, но надо понимать, что если будет желание у российских властей убрать любого из губернаторов, любого руководителя региона, включая Аксенова, это не составит абсолютно никакого труда. Никто их не будет ставить в известность, и, конечно, подобные вещи могут происходить. Именно с этим связаны запреты на полеты беспилотных летательных аппаратов в регионах. Прежде всего, губернаторы беспокоятся за себя любимых. Ну да ладно, пусть беспокоятся, нам это только в радость. Будет о чем поговорить. Если вдруг российские власти решат все-таки что-нибудь такое, что-нибудь эдакое учудить. Так, дальше. Дальше у нас маховик репрессий раскручивающийся. Маховик репрессий раскрутился до того, что стали, говоря сленгом нынешней российской власти, щемить, репрессировать, говоря нормальным языком, уже творческую интеллигенцию. Шли, и вот, наконец, дошли до творческой интеллигенции. Сегодня, как я понимаю, задержаны сценарист и режиссер спектакля «Финист Ясный Сокол», который получил премию «Золотая маска» в прошлом году. Ну вот за оправдание терроризма якобы в спектакле. Еще раз отмечаю, в спектакле. За оправдание терроризма задержаны режиссер и сценарист спектакля. До каких еще пределов может дойти идиотизм российской власти? Ну, здесь догадаться несложно. Предела идиотизму нет. Стоит ли беспокоиться творческой интеллигенции? Конечно. Стоит ли беспокоиться блогерам, которых начали ощипывать для пополнения российского бюджета? Конечно, стоит. И за них возьмутся. За них уже пытались браться и пару лет назад, и год назад пытались браться. Пытались браться аккуратно. Сейчас аккуратничают, если так можно выразиться, меньше. И берут их под белые рученьки, пытаются вытрусить. Кого-то пытаются просто закрыть в тюрьму, а кого-то пытаются закрыть, ну, по крайней мере, закрыть рот кому-то пытаются, и вытрусив при этом как можно больше денег. Сейчас мы говорим о сфере блогеров. Я понимаю, что многие их называют как угодно и всякими нелицеприятными словами, но все же стоит отметить, что в этом году планируют вытрусить с блогеров более, еще раз подчеркиваю, более 200 миллиардов рублей. Ну, ничего себе сумма. Я напомню, что единоразово, якобы единоразово с крупного бизнеса пытаются стащить 300 миллиардов рублей дополнительных взносов. Так вот, блогеры, которые не являются, конечно, крупным бизнесом, должны отлистать, извините за жаргонное слово, в бюджет 200 миллиардов рубчиков. Интересное положение. Теперь по поводу репрессий. К чему все это может привести? Режим коррозирует. Коррозия видна уже невооруженным глазом, и когда хватают самых безобидных, когда хватают, ну, когда уже добрались наконец-то, утрированно опять-таки, до творческой интеллигенции, надо понимать, что режиму уже приходит постепенно большой пушной зверек. Я имею в виду писец, конечно. И было бы все действительно печально, но надо понимать, что конец близок. Конец близок, и мы приближаем конец режима со всей пролетарской ответственностью. Помогайте нам. Есть наши криптовалютные кошельки в описании к этому ролику. Мы как никогда близко. Большое спасибо, что были со мной. Обсудили практически все темы сегодняшние. Я думаю, что гораздо больше тем будет на следующей неделе. Завтра мы выйдем с роликом ответа на ваши вопросы. В воскресенье выйдет выпуск «Итоги недели» с Сергеем Жирновым. И на следующей неделе, я уверен,
Новостей будет больше, и новости будут ярче. Все-таки 9 мая на носу. Путин все-таки собрался выступить, вернее, не Путин, а, конечно, человек, похожий на президента России Владимира Путина, но все же выступление будет. Посмотрим на это шоу, и будет обязательно что обсудить. Уверен, что будут и другие события. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне, это самое главное. Мы работаем для вас. Всего доброго, до свидания.